Привет, 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 песеры, с вами Морж. Итак, четверг, 13 число у нас на календаре. Долгожданное обновление до версии 2.5.0, если учитывать номера версии на ПК и консолях. На мобилке эта версия будет называться по-другому, но вы знаете, суть это не меняет, обновления у нас одни и те же. И Konami, собственно, выкатила нам трейлер этого обновления, четвертого так называемого сезона, пока идут техработы. Я считаю, что стоит его посмотреть и посмотреть, что нам показали. Вот, звук я рубану, потому что, как обычно, авторские права просто не пропустят, на монетизацию мне как бы хер класть. Монетизации сейчас на русском ютубе не существует, ну, в смысле, на русскоязычном ютубе, да. Поэтому... Просто чтобы видео хотя бы пропустили. Зная Konami, они долбанут так, что просто его не пропустят. Но давайте смотреть, что в четвертом сезоне нам показали. Собственно, трейлеры неплохие. Так, новый скилл. Шоу-тайма. Значит, смотрим, чего тут. Чего тут. Итак, значит, Fortress у нас были. Моментум дриблинг выйдет сегодня. Феноменал финишинг... были тоже, да, это был Холланд и Симхен. В общем, минимум один шоу-тайм, еще Game Chaining Pass, то есть распасовщики нам нужно ждать. Кто это будет, что это будет, пока не ясно, пока непонятно. Тем не менее, я думаю, они будут и, ну, по крайней мере, на трейлере их показали. Но мне не нравится вот еще тут две как бы штуки, то есть 6 еще шоу-таймов. Ну такое, ну такое. Так, покажут нам, что на них написано, на еще двух. Так, моментум дриблинг, ну это понятно, это вот сегодня выйдет. Опять же, вот, типа, шоу-тайм дриблинг, по логике им нужно добавить какой-то финт. Я вчера с товарищем общался, говорю, в песне нет финта радуги. Ну, как бы, это было бы круто. То есть, если бы вот у них был уникальный финт радуга. Но тут два варианта работает. Первое, это... Во-первых, многие люди играют без финтов, то есть, как бы эти люди сразу обрезаются, и им эти шоу-таймы не нужны. Вот. Второе, насколько это эффективно и эффектно бы выглядело. Ну, скорее, насколько эффективно и насколько легко бы это было бы делать. Так что тут такое себе. Но по мне идея была бы интересная. Именно уникальный финт. Но я думаю, Konami не его добавит. Так, добавление слотов на игроков. Здесь я хочу обратить ваше внимание на цену, которую нам показывают. Смотрите, увеличение игроков с 500 до 550 стоит 500 КГП. То есть, если увеличивать до 900, потратим 4 миллиона. Ну, в принципе, цену, которую можно вытянуть. Просто хочу вам сказать, что в 18 части у нас было изначально 120 слотов, и расширялось оно до 200. И первое расширение стоило 10 тысяч на 10 игроков. Следующее расширение стоило 20 тысяч. Следующее расширение стоило 40 тысяч. То есть, была геометрическая прогрессия. Если Konami долбанут геометрическую прогрессию здесь, будет жопа. То есть, если первые 50 слотов мы расширяем за 500, а следующие 50 будет за миллион, вот это будет жопа. Потому что следующие 50 будут за 2, ну и так далее. И там, конечно, цена будет, ну, прямо конская. Тем не менее, расширение слотов это, конечно, хорошо, мест не хватает, но, судя по всему, хотелось бы, но Konami вряд ли расширят количество сохраненных команд. Их всего как было 10, так и останется. А если вы уже слоты расширяете, ну сделайте их 20, ну сделайте их 30. Ну, под разные составы, чтобы не надо было переставлять. Дальше. Прокачка навыков была у нас в 21 части, что у нас добавляется здесь. Да то же самое, по сути, то же самое, что и было, то же самое добавляется. Будут какие-то токены, которые мы будем заслуживать в ивентах, и, собственно, при помощи их добавлять рандомный какой-то навык. И сами понимаете, чтобы найти навык, который вам нужен, придется хрен знает сколько этих токенов сливать. Так, вот передача наследия. Вот здесь на самом деле интересно, потому что, смотрите, давайте обратим внимание сейчас. Так, ну здесь не видно, здесь не тот экран открыт. Оно откроется, когда само наследие будет передаваться. Смотрите. Они берут одного Эдегора, прокачанного на максимум, но при этом у них почему-то вообще нет скиллов. Вот вообще нет. Где они взяли такого Эдегора, я не знаю. Вот. И берут Эдегора, у которого 18 уровень, и у которого есть 5 скиллов. Вот, флип-флап, боевой дух и так далее. И слияют. Эдегор остается на максимальной прокачке и получает все эти 5 скиллов. Как это будет работать, если честно, по вот этой самой картинке, ну, по самому видео, мне непонятно абсолютно. То есть, какие скиллы будут передаваться? Если у игрока 9 скиллов, а которого ты ему скармливаешь, у него 18 скиллов, ну, не 18, ну, пусть там, ладно, 10 скиллов, у него один скилл передастся, а какой? Ну, в общем, здесь абсолютно непонятная пока для меня механика.
Будем посмотреть в самой игре, как они все это дело реализуют. Так, новые модельки. Новые модельки игроков нам постоянно в каких-то обновлениях добавляют, чтобы они были больше похожи. На самом деле, сами понимаете, на геймплей это не влияет никак. Да, новый сезон начинается в бразильской серии А. По-моему, так она называется. Хорошо, плохо, ну, не знаю, кто-то, наверное, следит за чемпионатом Бразилии. Вот, кстати, Габигол, 94-я карточка, да хрена как там, да хрена. Ну, в общем, ждем селекции бразильских команд. Канами давно выходят на латиноамериканский рынок, для них это очень важно. Вы сами знаете, у нас Козлов селекция была, но это который Гвадалахара. В общем, для нас это, наверное, не сильно интересно. Вот, ну и сам посыл обновления. Скиллы, расширение мест и, по сути, все. Вот такой у нас 4-й сезон. Что интересного нам показали по обновлению? Ну, расширение мест, добавление навыков, хотя это вот, что называется, механика, которая уже была, да? То есть, что это добавляет нового, я, если честно, не знаю. Ну, по крайней мере, хоть что-то пытаются делать, что уже здорово. Конечно, кроме этого будут добавлены эпики. В своем телеграме я там опубликовал уже, кого нашли в базе данных. Там Уилшер, ну, блин, на эпика он не тянет. Понятно, что он будет за Арсенал. Симон, я его называю морским мужиком. Я думаю, вы понимаете почему. Тоже, скорее всего, за Арсенал. Мертезакер, тоже, скорее всего, за Арсенал. Эд Милсон, по-моему, Милан, да, если я не ошибаюсь. И кто-то там пятый был, кто там, пятый был Савиола. Ну, Барселона, я думаю, Барселона, вроде он там играл, поэтому Барселона получит еще одного ЦН. Не густо, так сказать, но сейчас запустится игра, будем все это дело щупать и разбираться, как это все дело будет работать. Вот такое мое мнение по трейлеру. Пиши, что думаешь ты. С удовольствием все это дело почитаю. Сегодня, конечно же, видосы еще будут, так что далеко не разбегаемся. С вами был Морж. До новых встреч. Пока.